Наконец-то, после месяцев ожидания и обсуждения, Картетия появилась в Wuthering Waves. В версии 2.4 в игре появилась одна из самых мощных ДПС АОЕ урона. Быстрая, эффектная и беспощадная. Готовьтесь, сейчас разберем, как раскрыть потенциал этой королевы урона. Картетия — это 5-звездочная аэромечница. Ее сильнейшая сторона в роли гиперкэрри, когда вся команда работает на то, чтобы разогнать ее бафами, а она в ответ выносит все, что движется. Хотя в квик-свап командах она тоже может быть полезна, но эффект, конечно, уже не тот. Перед тем, как перейти к механикам Картетии, важно понимать, что весь урон Картетии зависит от ее хп. Не от атаки, а именно от скалирования хп. Это делает ее билд очень нестандартным и, скажем прямо, довольно капризным. Большинство мечей и эхо наборов в игре заточены под атака скалирующихся персонажей. Так что Картетия будет немножко сложновато реализоваться в этом плане. Переходим к геймплею. У Картетии есть две формы. Обычная и трансформация через ульту в Fleur de Lis. А вот тут вот уже начинается самое интересное. Но чтобы трансформироваться, нужно сначала накопить так называемые теневые мечи. Их 3 вида, и каждый дает особый эффект. Отображаются они в ее форте панели. Первый меч Sword of Discord, или меч раздора, наверное. Получаем через резонансный скилл. Он выравнивает стаки аэроэрозии у всех врагов на уровень самого высокого. Плюс обновляет их длительность. Удобно, все синхронизировано и стаки не спадают. Sword of Divinity. Получается через 4-ю базовую атаку. Усиливает урон от аэроэрозии на 50% и в 2 раза увеличивает частоту тиков урона от этой аэроэрозии. То есть чаще урон начинает наносить аэроэрозия. И последний, Sword of Virtud. Активируется через интроскилл или же через заряженную атаку, то есть через холду. Дает защиту от прерывания и создает поле стагнации, то есть по сути фриз, как у Карлоты. Когда вы используете 4-ю базовую атаку в форме Fleur de Lis. Очень удобно для контроля врагов. А теперь самое главное. Как только вы собрали все 3 меча, обязательно делайте атаку в прыжке. Вот, собрали вы все мечи, и теперь делайте атаку в прыжке. Видите, все мечи как бы светятся, можно так сказать. Это значит, что все бафы активированы. Эта атака не только наносит хороший урон, но и активирует эффекты всех мечей теневых сразу. Это как вбить читы перед началом боя. Делать нужно в каждой ротации, без исключения. Таким образом, ротация Картетии до превращения в Fleur de Lis будет интро, базовая атака 4, резонанс скилл, атака в падении, то есть в прыжке, и ульта. Вот сейчас я покажу. Начинаем с персонажа, с которого вы будете переходить на Картетию. Собираем на нем концерт. Переключаемся на Картетию. Делаем легкую атаку. 4-ю. Делаем скилл. И делаем атаку в прыжке. И ульту. И в этом состоянии мы уже превращаемся в флёр. И как видите, у Флёр вот 3 меча летает. То есть мы все бафы активировали правильно. Теперь, перед тем, как дальше разбирать геймплей за Fleur de Lis, разберемся с аэроэрозией. И интроскилл Картетии и резонанс скилл каждый дают по 2 стака аэроэрозии, а базовая атака 4 добавляет еще 1 стак. Итого 5 стаков за одну ротацию. Обычно лимит 3 стака, но его можно поднять за счет аутроскилла аэроровера и 2-го созвездия у Картетии. Каждый из них добавляет по плюс 3 к лимиту. В итоге максимум 6 стаков аэроэрозии на врагах. И вот здесь вот самое важное, ну то есть еще одно самое важный момент в скиллах Картетии. Стаки аэроэрозии, они очень связаны с ее пассивкой второй, которую мы изучаем. Весь урон, наносимый Картетии и Fleur de Lis по врагам с аэроэрозией повышается на 30%, независимо от количества стаков. А за каждые стаки выше 3
добавляется еще по 10 бонуса урона, максимум до 30. То есть вместе это 60% бонуса урона. Это мощнейший баф и еще один повод постоянно следить за тем, чтобы враги были под действием аэроэрозии. И раз уже мы все равно смотрим ее пассивки, другая ее пассивка дает команде плюс 20% к лечению, только не ей самой, и повышает устойчивость к прерыванию анимаций. Еще если в команде есть аэроровер и он кастует ульту, Картетия дарит ему 25 очков форты. Правда, пользы от этого мало, если аэроровер не выходит на поле во время ротации Флёр де Лис. Если же вы умеете грамотно вставлять в ее ротацию ровера, это приятная экономия времени. Теперь, наконец-то, перейдем к ее форме Флёр де Лис. То есть к ее второй форме, которая также называется Манифест. При трансформации Флёр де Лис Картетия мгновенно понижает свой максимум хп до 50%. Если он и так ниже, ничего не происходит. Состояние Манифест длится 12 секунд. В этой форме у него появляется новый набор умений. Новые базы в атаке, хэви, скилл, новая форте, интро и некоторые атаки тратят аэроэрозию, они накладывают их. Ну, то есть вот они. У меня появляется полностью новый набор умений. Прыжок уже становится атакой, она во время прыжка в воздух поднимается. То есть она может в воздухе продолжать сражаться. Ее скилл тоже изменяется. То есть у нее полностью новый набор умений. Скажем так, это как будто она вообще в нового персонажа превращается фактически. Ну и да, как я уже сказал, у него появляется новая шкала форты. Эта форта заполняется при использовании, просто при атаке врагов. То есть атакуем, и она заполняется. При использовании скиллов. Всех умений, короче. Главное только не умереть желательно. И как только вы это сделаете, можно использовать ульту. Ее вторую. Вот она. На урон здесь не обратите внимания. Это я чисто выкрутил и чуть-чуть приоделал Картетию, специально, чтобы можно было гайд начать делать. Урон от второй ульты зависит от количества стаков аэроэрозии на враге. Максимум 5. При активации ульта наносит урон, сжигает все стаки аэроэрозии. Но каждый стак увеличит урон на 20%, максимум 100% бонуса урона. А еще после ульты восстанавливается 50% от максимального хп Картетии, но не Флёр де Лис, именно мелкой, которая. Аутро Картетии дает 17,5 аэро урона по врагам с негативным статусом, с любым, на 20 секунд. Вроде нормально, но ничего сверхъестественного. А вот механика аэроэрозии работает не на 100%, если она одна в команде. Чтобы полностью реализовать ее потенциал ульты и получить максимум от ее пассивок, ей необходимы конкретные члены команды. Это Чакона и Аэроровер. С другой стороны, с ее вторым созвездием, она сама уже может достигнуть 6 стаков аэроэрозии. А Аэроровер становится необязательным. Это делает ее команду менее громоздкой, а ее саму еще более ценной. Да и бафы от S1 и S2 делают ее машиной тотального уничтожения. На S0 ее команды все еще сильно зависят от аэроэрозии саппортов. Без Чаконы и Аэроровера вы теряете значительную часть синергии. Но даже без них Картетия способна на отличный результат. У нее есть много окон для cancel-свапов. И она отлично справляется с любой задачей, особенно в своей оптимальной команде. Цепочки последовательности резонанса, или же созвездия. Первое созвездие. Когда Картетия или ее призванная тень Флёр де Лис добивает врага, на которого наложена аэроэрозия, они получают эффект рвения, или же ЗИЛ, на 10 секунд. Пока активен ЗИЛ, следующая успешная атака по врагу усиливает аэроэрозию до максимального количества стаков, которое было на поврежденном врагу. Эффект исчезает после активации и переходит в откат на 1 секунду. Когда шкала Conviction Флёр де Лис, то есть ее форте, достигнет 30, 60, 90, 100, 120, ее крит урон увеличится на 25, на 15 секунд, вплоть до 4 стаков.
Продолжительность не сбрасывается при получении новых стаков. После использования ульты этот бонус исчезает. Второе созвездие. При активации Ignite Heartfelt Player, это ее ульта. Получается, когда она превращается в флёр. Во флёр максимальный лимит стаков аэроэрозии увеличивается на 3 на всех врагах в области. Следующая атака накладывает 3 стака аэроэрозии на всех врагов в радиусе и немедленно наносит урон от аэроэрозии, без снятия стаков. Урон от обычных тяжелых контратаки и интро-картети увеличивается на 50, а атака в воздухе, то есть в падении, на 200. После использования воздушной атаки картети, каждый возвращенный тип теневого меча снижает откат ее резонанс навыка на 1 секунду. То есть 3 меча, 3 секунды скидывает восстановление скилла. Специальные атаки флёр теперь накладывают по 2 стака аэроэрозии на цель. 5-й этап обычной атаки, 2-й этап атаки обычной в воздухе, усиленная тяжелая атака и навык. Ну и навык, то есть все эти умения теперь по 2 стака аэроэрозии вешают. Третье созвездие, урон ульты увеличен на 100%. 4-е созвездие. Когда любой резонатор в команде накладывает стихийную слабость, то есть любую вообще, вся команда получает плюс 20 ко всем типам урона на 20 секунд. 5-е созвездие. Если Картетия или Флёр де Лис получают смертельный урон, они не умирают, а получают щит на 10 секунд, равный 20% от максимального ХП Картетии. Срабатывает раз в 10 минут. ХП стоимость ульты снижена на 25% от максимального ХП вместо 50%. То есть, получается, когда Картетия превращается во Флёр, у нее 50% ХП забирается. А теперь будет забираться только 25%, получается. И последнее созвездие. 6-е. После использования ульты у цели автоматически устанавливается максимальное количество стаков аэроэрозии. Ульта больше не снимает стаки аэроэрозии. То есть, когда вы в форме Флёр де Лис заряжаете форты и активируете ульту, теперь ульта не будет стаки аэроэрозии снимать. В течение 30 секунд после использования интро, умения или ульты, если кто-либо в команде накладывает аэроэрозию на врага, у которого уже максимум стаков, урон от аэроэрозии мгновенно срабатывает повторно. Цели получают на 40% больше урона от Флёр де Лис. Ну вот, собственно, созвездие. Сейчас я покажу, как быстро заряжать форты Картетии. Точнее, Флёр де Лис, взрослой версии Картетии. Заряжая форта, мы по сути заряжаем ульту. То есть, чем быстрее зарядим, тем лучше. Особенно на C1, чтобы не сильно растратить аэроэрозию, которая по сути бафает ульту. Значит, вот условно мы уже все бафы собрали и остановились вот на Картетии. Ультуем. Используем скилл. 3 атаки в воздухе. Скилл. Базовые атаки. Вот до момента, когда вот этот меч падает. Теперь тяжелую атаку. И ульта готова. Ультуем. Ну и раз уже мы здесь, то я покажу ротацию. Я вот использую Фиби, чтобы повешать фазовые, а ровером фазовые превратить в аэростаки.
Вот ровер. Превращаем в аэроэрозию. Собираем концерт ровера. Переключаемся на Картетию. 4 базовые атаки. Получаем мечик. Скилл. Атака в прыжке на всякий случай. И ульта. Теперь скилл. 3 базовые атаки в воздухе. Скилл. Базовые атаки. До момента, когда падает вот этот меч. Заряженная атака. Ну да. Заряженная атака, если... Желательно, чтобы никто не умер. И сейчас я покажу ротацию за Картетию полную. Я буду использовать Фиби и Ровера в команде. На Ровере у меня будет одет вот этот вот сет Gust of Welkin, чтобы бафать аэробонус моей Картетии, так как у меня у Картетии 4-4-1-1, то есть у меня нету ни одной тройки на элементальный бонус, а это значит, что у меня вообще элементального бонуса нету. У меня он 30 всего лишь. Сейчас я вот покажу. Сейчас зайдем. Фиби почему? Потому что Фиби может вешать спектрофазл, а Ровер спектрофазл может превратить в аэроэрозию. То есть, хоть и нету, например, если у нас нету чаконы, то такой способ навешать аэроэрозию. Значит, начинаем с Фиби, чтобы навешать вот эту вот аэроэрозию. Ой, извиняюсь, фазовые. Вешаем фазы. Переключаемся на Ровера. Превращаем это в аэроэрозию. Собираем концерт. Им. Переключаемся на Картетию. 4 базовые атаки. Получаем мечик. Скилл. Атаку в прыжке на всякий случай, но если скилл использовать последним, у вас атака в прыжке автоматически выполняется. Теперь ульта. Атака в прыжке. 3 атаки в воздухе. Скилл. Базовые атаки. Пока не упадет вот такой вот мечик. Заряженная атака и ульта готова. И заново. Фиби. Собираем фазы. Собираем концерт. Переключаемся на Ровера. Вешаем аэроэрозию. Собираем концерт. Переключаемся на Картетию. Базовые атаки, чтобы собрать мечик. Скилл. Ульта. Скилл. 3 атаки в воздухе. Скилл. Базовые атаки до падения вот этого вот мечика. Заряженная атака. Ульта. И все. И помер. И сейчас геймплей такой же, только вместо Фиби будет Санхуа. Опять же, Ровер в саппорт аэросете.
Как видите, может быть не супер-пупер имба, но тоже играбельно. Но, опять же, вопрос, нужна ли Чакона? Да, нужна, если у вас C0 Картетия. Если у вас C2 Картетия, Чакону можно не учитывать, как видите. Я первый раз прошел с Фиби, а вот сейчас с Санхуа. Так что, по сути, если нет Чаконы, то придется крутить C2 Кантарео. Теперь перейдем к выбору оружия для Картети. Лучшим вариантом, естественно, будет ее сигнатурное оружие. Безоговорочно лучшее оружие для Картети с огромным отрывом от остальных. Дает хорошее повышение ХП, что идеально сочетается с ее механиками. Пассивно дает 8% игнорирования защиты и плюс 20 общего бонуса урона по врагам под эффектом аэроэрозии. Это единственное оружие, которое идеально удовлетворяет все ее потребности. Дальше у нас Red Spring, оружие Камелии. Лучшая альтернатива после сигнатурного оружия. Дает те же 24,3 шанса крит удара, что и Emerald of Genesis. Пассивный бонус плюс 30 урона обычной атаки, которыми Картетия пользуется довольно эффективно. На данный момент второй лучший выбор после сигнатурки. Emerald of Genesis. Очень сильный выбор. Получается из стандартного баннера. Обеспечивает высоким крит шансом и восстановлением энергии, что делает ее ульту доступной чаще. Остальные эффекты ей не так важны, но альтернатив среди других пятизвездочных практически нет, кроме сигнатурного. Unflickering Valor. Неожиданно приемлемый выбор. Сигнатурка Бранта. Дает немного шанса крит удара, много восстановления энергии и бонус к обычным атакам. Урон от процента атаки и бонусы к типу атаки бесполезны для Картети, так что это оружие работает лучше большинства, но уступает Emerald of Genesis. Еще одно оружие, Blazing Brilliance, сигнатурка Чан-Ли, практически идентичен Emerald of Genesis, дает высокий крит рейд, что делает его отличным выбором. Все остальные эффекты незначительные, но общая эффективность остается на высоком уровне. Один из лучших вариантов после сигнатурки. Guardian Sword. R5, естественно, крафтовое оружие. Трехзвездочный стандартный меч, который просто тупо дает хп и больше ничего полезного. Но если хочется именно вот, чтобы хп было много у Картети, то можно вполне использовать. Теперь перейдем к выбору сетов. Сетов у нее два. Первый это вот это ее сигнатурный Windward Pilgrimage. Этот сет дает 2 частями аэробонус, а 5 частями дает тоже аэробонус и крит шанс, если атаковать цель под аэроэрозией. Этот сет, единственное, чем он хорошо выделяется от остальных двух анема сетов, это тем, что он дает крит шанс. Если будете использовать этот сет, основной своей четверкой берете меч, который выпадает с Fleur de Lis. Вот этот вот мечик. И другой сет, как я уже говорю, это предыдущий анема сет, Gust of Welkin.
Он делает фактически то же самое, что и сигнатурный сет Картети, за исключением, что он не дает крит шанс. И тут точно так же основной четверкой выбираем мячик с Флёр де Лис, который выпадает. Дальше, что по сборке? Здесь достаточно немножко интересно у Флёр де Лис, у Картети, тем, что если вы будете выбирать ее сигнатурное оружие, а ее сигнатурка дает ХП, а это значит, что вы не получаете ни крит шанс, ни крит урон, как по сути большинство, ну не то чтобы большинство, но многие сигнатурные оружия дают или крит шанс, или крит урон. В данном случае сборка будет 4-4, 1-1-1. В одну четверку берем крит шанс, в другую четверку крит урон. Если будете собирать таким образом, в основной четверкой, то есть главной, берете мечик, а вторую четверку берете вот этого Келпи, который новый босс, который. Ну и дальше 3 единички. Как я уже сказал, одна четверка крит шанс, другая крит урон. То есть без разницы, какая из них будет. Главное, чтобы одна была крит шанс, другая крит урон. И остальные 3 тройки на хп, так как у Картети скалируется от хп урона, а значит ей нужно хп много. Другой вариант, если вы не используете сигнатурку, в таком случае 4-4-1-1-1 ей не идет. Ей можно спокойно ставить стандартный набор сета, то есть 4-3-3-1-1. В данном случае четверка будет с тем критом, который вам больше всего нужен. Там или крит шанс, или крит урон, чего больше не хватает. И дальше у нас одна тройка на анема урон будет, а другая тройка на хп. И 2 остальные единички на хп. Таким образом у вас должно быть достаточно и хп, и других статов тоже. И теперь конечные статы. Тут самым важным будет в конце, точнее конечный стат самый важный это хп, так как у нее все от него скалируется. Получается, хп у нас должно быть 35к минимум, и в идеале, чтобы получилось 50 тысяч. Это в идеале. Аэро бонус должен быть 30% минимум. И если хорошо получится, то 90%. То есть тут опять же все зависит от сборки, которая у вас. Крит рейд 65 минимум будет нормально. Ну и в идеале чем больше, тем лучше, естественно, как всегда. Крит урон 240 минимум, и чем больше, тем лучше. Тут опять же все зависит от сборки, как я говорил, 4-4-1-1 или у вас 4-3-3-1-1, то есть в идеале 240 будет нормально уже. Восстановление энергии 110-120 будет нормально, но опять же эти статы искать в доп статах для нее желательно. И что еще? Сабстаты. Сабстаты ищем... энергию, как я уже сказал, 110-120 будет достаточно. Крит шанс, крит урон в равной мере. Стараемся найти процентное хп в доп-статах. Базики бонус атаки будет и достаточно полезным, так как она ими часто пользуется. Высвобождение ульты тоже будет достаточно полезным. И напоследок, если прям совсем повезет, хп беспроцентное. И завершим подбором команд. Идеальная, я бы даже сказал, премиум команда это Картети, Чакона и Ровер. Ровер здесь даже выступает в роли хиллера. Также он может увеличить количество стаков. И Чакона здесь бафает урон эрозии и позволяет быстро и удобно набирать аэроэрозию для Картети. Другой вариант, если у вас нету Чаконы, можно выбрать Фиби. Я уже даже показывал, когда я и проходил. В данном случае бой нужно начинать с помощью Фиби, накладывая спектрофазу, а Ровер уже дальше будет превращать спектрофазовые в аэроэрозию. Ну и потом переключаемся на Картетию и используем это все. Еще вариант это, например, использовать Санхуа. Санхуа по сути никак не помогает Картети, только за тем исключением, что она бафает басики.
а Картетия базиками пользуется. Ну и плюс стандартная сборка Санхуа под Мунлит и с Хероном. Сам Мунлит никак не бафает Картетию, так как у Картетии все скалируется от ХП, а не от силы атаки. А Херон, он бафает именно бонус урона, увеличивает. То есть сам Херон будет пользу приносить. Ну и плюс бонус басика атак. Другой вариант, это для экстремалов, я так и не научился квиксвапами играть. Это Картетия Чанли, Ровер или Шоркипер. Но это уже для любителей, я не умею этими квиксвапами играть, потому для меня это не очень. Но я и не люблю. И еще, опять же, если возвращаемся к моменту с Фиби или Санхуа, и здесь еще будет момент, который заключается в том, что если у вас Картетия C2, ей по сути ровер уже фактически не нужен, потому ровера в таком случае можно заменить на Шоркипер. Это вот если C2 у вас Картетия. То же самое и с Фиби так не получится, затем не получится даже если у вас Картетия будет C2, потому что в данном случае Фиби у вас делает спектрофазовые, а ровер будет эти спектрофазовые превращать в аэроэрозию. То есть эта команда не получится, чтобы игралась без... Точнее, с Шоркипер.